Привет! Сегодня у меня на обзоре самая простая модель из линейки наушников Realme 2021 года. В этом ролике я расскажу тебе про второе поколение Realme Buds Q. В сравнении со своими старшими собратьями Buds Air 2 и Air 2 Neo отсюда вырезали большую часть функций и выкатили на рынок по цене в $25. Давай же посмотрим, что нам предлагают за эти деньги. Наушники приехали в классической желтой коробке Realme, но благодаря непревзойденной аккуратности почты оценить по достоинству упаковку у меня не получилось. Как ты можешь заметить, коробка просто в хлам, но к моему великому удивлению при таком-то виде содержимое совершенно не пострадало. Для разнообразия я прикупил наушники в фиолетовом исполнении, но в продаже есть еще и классический черный цвет. В комплекте положили сменные амбушюры, небольшую инструкцию по эксплуатации и коротенький кабель для зарядки с интерфейсом, внимания, micro-USB. Я, конечно, все понимаю, производителю хотелось сделать максимальный акцент на бюджетности модели, но не до такой же степени. В 2021 году такой интерфейс для зарядки просто моветон. Ну да ладно, хотя бы кабель здесь положили. По своей форме кейс практически не отличается от своего собрата Air 2 Neo. Он скруглен везде, где только можно, и изготовлен из приятного матового пластика. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 60 на 44 и на 32 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается почти 40 грамм, без 31. Петля крышки пластиковая, без доводчика. В открытом состоянии крышка не фиксируется, но при этом не люфтит. Подключение наушников к смартфону происходит по изъятию их из кейса. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. На передней стороне зарядного кредла расположен единственный статусный светодиод состояния, который горит лишь при подключении зарядного кабеля. На наушниках никаких лампочек нет. Внутри футляра установлен аккумуляторный блок на 400 мАч. И, к сожалению, узнать даже примерное количество оставшейся энергии не представляется возможным ни посредством индикатора, ни в фирменном приложении. Программа Realme Link отображает лишь процентный остаток заряда каждого из наушников. Сами наушники, в свою очередь, имеют схожую форму и посадку со своим старшим братом по линейке – наушниками Realme Buds Air 2 Neo. Только в последних сенсорные области выпуклые и выделяются другим цветом, тогда как в Buds Q второго поколения сенсоры меньше бросаются в глаза, хотя определенный акцент производитель на них все же сделал. Вообще, если рассматривать раскладку приложения Realme Link по пунктам, то, как ты можешь убедиться, в модели Buds Q2 самый скудный набор функций. Здесь все максимально упрощено и урезано, но что характерно, по управлению функциями мультимедиа производитель не стал убирать абсолютно ничего. Весь набор по жестам доступен для настройки. Только вот действий теперь стало даже с избытком, ведь в модели отсутствует функция активного шумоподавления. Для настройки доступны двойные и тройные этапы удержания одного сенсора и сразу двух. Датчиков автопаузы как не было, так и нет. Я повторюсь, здесь все максимально просто. И вот в силу отсутствия как таковой функции регулировки громкости, я из своих наушников сделал универсальный вариант. Левый и правый у меня умеют одно и то же. Удержание пальца на сенсоре отвечает за плей-паузу и ответ на входящий вызов. Двойной тап переключает трек вперед, а тройной назад. Голосовым ассистентом я не пользуюсь, а вот по удержанию сразу обоих сенсоров я могу запустить игровой режим. В моем тесте в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил вполне ожидаемые результаты. Интервал задержки составил 160-240 миллисекунд. Вполне неплохо, но до идеала далеко, хотя здесь уже с какой позиции посмотреть. Любители поиграть иногда, я думаю, сильного рассинхрона не заметят, а вот профи я как всегда советую оставаться на проводах. Что же касается звучания, то оно здесь абсолютно идентично наушникам Buds Air 2 Neo. Программные быстрые пресеты отрабатывают по такому же сценарию. Звук басовитый с классическим завалом на середине, который становится еще больше при использовании функции Bass Boost Plus. Звучание в целом хорошее, лично мне на слух хватило всего. Такой неплохой бюджетный вариант для неприхотливого слушателя. Для популярной и электронной музыки подойдет в самый раз. Громкости в наушниках насыпали достаточно, и ее нехваткой они точно не страдают. А вот в моем тесте автономности на 100% Realme Buds Q2 отыграли не так уж и долго, всего лишь 3 часа и 23 минуты. Не могу сказать, что я доволен данным результатом, ведь были наушники и с большим показателем по этой части. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать работу встроенных микрофонов. В сравнении с Air 2 Neo они довольно громкие, так что мне пришлось немного подрегулировать все это дело, чтобы не сильно выбивалось из общего уровня звука всего обзора. Все значения, на которые я понизил громкость, я указал в тесте.
проверяем работу микрофонов в наушниках Realme Buds Q2. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. С двух сторон мне начинает задувать сюда сильный такой ветер, порывами такими небольшими. Но тем не менее можно примерно понять, как у тебя будет слышать собеседник при таком использовании, если ты летом, допустим, будешь открывать окна настежь и, собственно, с тобой поговорить по вот этим вот наушникам. Ну а теперь по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом она потихонечку набирает обороты. Буквально через секунд 5-6 у меня в салоне будет стоять очень сильный шум. Ну и, собственно, вот сейчас фрагмент этого шума я вставил. Теперь можешь это слушать. Услышать, собственно, в каких условиях проделывается данный тест. Ну и вот так тебя будет слышать собеседник при таком сценарии использования. Все оставляю на твой суд. Далее будет тест на улице. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Realme Buds Q2, собственно, в тихом таком спокойном месте. Я сейчас нахожусь возле парка, недалеко проходит третье транспортное кольцо. Ну и в целом вот в тихих условиях они звучат более-менее нормально. Я уже послушал первый тест, который я записал, но вот тест в машине я тоже его послушал. Он как бы получился не очень хорошим, потому что микрофоны очень сильно ловят сторонние шумы. Так что в шумных местах я бы этими наушниками в качестве гарнитуры не пользовался. А вот в помещении, либо в каком-то парке, либо на улице, просто тихой улице, то это вот, в принципе, для них сценарий довольно-таки неплохой. Пиши, что сам думаешь в комментариях, как работают эти микрофоны, понравились ли тебе они. Ну, а я буду продолжать свой обзор дальше. По стабильности связи к этим наушникам у меня претензий нет. Работают отлично, без обрывов. Заявленные расстояния в 10 метров от источника держат хорошо. В квартире пару межкомнатных стен прошибают на ура. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. Ну и подводя некий итог по данной модели, могу сказать, что несмотря на всю свою простоту, наушники получились довольно интересными. Они безусловно подойдут тем, кто не хочет всех этих заморочек с активными шумодавами и кучей ненужных функций, либо для тех, кто только хочет окунуться в мир беспроводных наушников, не потратив на это очень много денег. Ведь самое основное и необходимое здесь есть, да и звучание не стыдное. Помимо всего прочего, возможность сделать каждый наушник из пары полноценным устройством также не может не радовать, ведь главного наушника в паре нет и любым из них можно пользоваться отдельно. Ну а если все-таки тебе хочется чего-то большего, то всегда можно посмотреть на старшую модель Buds Air 2, которая, по моему мнению, является абсолютным и бескомпромиссным топом за свои деньги на момент середины 2021 года. И главное, работает как с любым Android смартфоном, так и с недавних времен полноценно работает с айфонами. Таким образом, окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. И я же в свою очередь тебе сегодня рассказал, что ты можешь ожидать от Realme Buds Q второго поколения. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.